немного подальше от экрана, а может поближе. Что-то мне это непонятно. Я в экране или не в экране? Всем привет-привет, кто присоединяется. Рада видеть вас. Ваши имена, приветствия. Всем привет, кто пришел. Сегодня у нас тема. Поговорим. Ну, вы уже на канале. Канале каком? Элла Таро. Поговорим сегодня об Уране. Это планета перемен, хаоса и прорыва. И тема, вы, наверное, видели там в стриме, да, я написала, ой, в названии написала или нет, что меняет Уран. А, Сегодня, 3 ноября, или вообще кому-то на будущее. Неля, привет. А также и немножко о группе BTS поговорим. Сначала о Уране, в общем, да. Он приходит туда, где застряла старая, ломает устоявшиеся структуры. Я когда-то записывала уже по поводу Урана стрим у меня был, надеюсь, вы его видели. Но так как мне присылают, что-то присылают, да, вот какие, что бы хотели слышать, да, вот стримы на какие темы. Поэтому вот сегодня мы будем говорить об уране, в общем, да. А, Энергия урана мгновенно делает заметными слабые места и открывает новые возможности. Наталья, привет. Когда уран активен в карте, натальной карте, привычное перестает работать. Натальную карту вы можете обратиться ко мне, есть электронная почта в описании канала. Пишите, если кому нужны расклады, натальная карта, астрологические прогнозы, гороскопы, обращайтесь. Вот, старые шаблоны рушатся, все, что казалось стабильным, вдруг становится под вопросом. И это не наказание, это сигнал к переменам, к новой версии жизни. Всем привет, кто пришел. Сейчас мы находимся на стыке транзита. Уран уже в Близнецах. Но влияние Тельца еще отголоском ощущается. И, кстати, я недаром об этом говорю, потому что сейчас Уран поменяет свое направление, он будет ретроградным. И опять всплывет тема Тельца, в общем. Те сферы, где мы учились держаться за материальную безопасность, ценности, привычные ресурсы, почти завершили свою перестройку. Ну, почти. В связи с ретроградностью, в общем, опять что-то возобновится. Этот период показал, что стабильность – это не про вещи, а про гибкость, адаптацию, способность видеть новые возможности там, где раньше был застой. Ирина, привет. Ого, я пришла, успела. Всем доброго вечера. С переходом Урана в Близнецы внимание смещается к коммуникациям, мышлению, информации, обучению. Все, что связано с новыми идеями, технологиями, соцсети, образование, начинает ускоряться. И вот сейчас особо это наблюдается. Вот это по моему мнению, а вы можете написать, вы наблюдаете это или нет. Вы можете написать о себе, к примеру, да, как на вас влияет Уран, в общем, да, что он в знаке Близнецов, как он на вас влияет. Либо, допустим, вы замечаете какие-то перемены в группе BTS, да, вот да, с таким событием важным, Уран в Близнецах, вот как это отражается на группе BTS. Можете написать тоже в комментариях свое видение на эту ситуацию. А также привет, рада вас всех видеть.
Пишите, если у вас есть какие-то новости, пишите, делитесь информацией. В общем, общайтесь в комментариях, да. Пока я здесь вам рассказываю за уран, в общем. Чтобы понять, как уран работает индивидуально, важно смотреть дом гороскопа. Я уже говорила об этом, да, натальная карта, сфера жизни, где активируется энергия перемен. И это очень важно на самом деле, посмотреть, какие дома у вас будут находиться под влиянием урана, и, возможно, что-то поменять в своей жизни, а возможно, наоборот, акцентировать на этом внимание, да, если вы хотите реальных каких-то перемен, да, чтобы что-то сдвинулось с места. Немножко о домах скажу. Вдруг вы пойдете, вы можете пойти также в интернет, есть много программ, и, в общем, посмотреть свою натальную карту. И посмотреть, где у вас сейчас в данный период, в общем, находится уран. Ну, здесь нельзя сказать, что он у вас находится прямо в доме, да, но на какие дома он все-таки повлияет, да. Первый дом – личность, появляется новое восприятие себя, новых ролей, смена идентичности, желание жить в собственном ритме. Во втором доме ценности, ресурсы, завершается перестройка материальных основ, открываются новые подходы к заработку и сохранению ресурсов. Третий дом – общение, обучение, ближайшее окружение. Сейчас сфокусировано на новых способах коммуникации, обмене информацией, нестандартных идеях. И, кстати, вы, наверное, заметили, я все пытаюсь у себя на каналах. Надеюсь, вы подписались на все мои каналы. Сразу скажу, что завтра запланирован стрим на канале «Секреты Кей-поп». Там будем проводить. И послезавтра проведем на другом тоже Элла Таро канале, в общем, тоже стрим. Естественно, будут разные темы, поэтому приходите, в общем, да, послушайте. Вот, я хочу сказать по поводу коммуникации. Сейчас очень много всевозможных обучений внедрено вообще, да, в жизнь людей. Ну, к примеру, даже, да, вот нейросети многие проходят обучение, даже это прям предлагают много, даже бесплатно есть много такого чего-то, да, если поискать там какие-то акции и так далее, в общем. То есть пытается народ ну, как бы обучить искусственному интеллекту, как, в общем, дальше жить в связи с тем, что он так, в общем, внедряется в нашу жизнь, этот искусственный интеллект. И это как раз вот третий дом, да, общение, обучение, ближайшее окружение, это информация, в общем, и нестандартные идеи. Четвертый дом, дом семья, корни, переосмысление домашнего пространства и семейных связей, возможно, переезды, изменение уклада жизни. Пятый дом – творчество, развлечения, романтика. Появляются новые формы самовыражения и нестандартные подходы к личным проектам и отношениям. Шестой дом – работа, здоровье, рутина. Когда я говорю, вот расклады делаю, там озвучиваю эти дома, возможно, кому-то это будет интересно, чтобы вы знали, да, если я говорю, о, это такой-то дом, в общем, эта карта вышла, да, и вот она затрагивает это и это. И вот шестой дом – это старые методы перестают работать под влиянием урана, внедряются инновационные подходы и организация работы и заботы о себе. Седьмой дом – партнерства, революция в отношениях, неважно какие отношения, новые формы союзов, свобода, честность, отказ от старых сценариев. Восьмой дом – трансформация, общие ресурсы, интимность, глубокие внутренние изменения, пересмотр доверия, кризис или обновление интимной сферы. И, кстати, напишите в комментариях, как вам будет интересно или неинтересно, если мы что-то будем такое, например, возможно,
доставать карты, ну, что касаемо отношений, да, вот много молодых людей, и, возможно, кто-то ищет еще в поиске своего партнера, и вот такое предложение вы можете написать в комментариях, кому интересно, что касаемо партнерства, ну, не только типа партнерства, но и что касаемо темы отношений. Возможно, в сообществе доставать какую-то карту. Или, кстати, да, вот такое предложение много пишут, почему вы не достаете короткие, допустим, когда запускала этот канал, я вообще, у меня было такое, что коротенькие шортики я доставала карту дня, не только группе BTS, да, а вот всем, кто, ну, всем подписчикам. Поэтому многие пишут, почему у вас нету карты дня. То есть доставать ежедневно карту, возможно, там какие-то реплики, фразы, ну, что касаемо астрологических значений, и плюс карта. Ну, а также очень многие просят по поводу отношений, как у кого, допустим, ну, какие периоды хороши для общения, для знакомства, для встреч, в общем, для вот в таком ключе. В девятый дом – мировоззрение, путешествие, философия, расширение горизонтов, новые убеждения, новые подходы к обучению и путешествиям. Десятый дом – карьера и социальный статус. Появление желания реализоваться нестандартно, искать путь, который отражает индивидуальность. И, кстати, обращаю ваше внимание особенно на десятый дом, потому что дальше у нас будет тема десятого дома. 11 дом, друзья, сообщество, идеалы, новые круги, новые движения, уходят старые шаблоны общения. 12 дом, подсознание, тайные процессы, внутренние откровения, работа с психологическими барьерами, скрытые перемены. Кстати, по поводу психологических барьеров, вы можете также обращаться, писать мне по электронке, можно писать в телеге, мне в личку, если вам нужны такого рода консультации, да, там, что касаемо психотерапии, там, с помощью карт Таро, если у вас реально какие-то есть вопросы, и вы, ну, как бы вам бы не то, что я вам такой дам прям такой жизненный совет, и вы поменяете свою жизнь, а возможно, да, вы прислушаетесь, и вот это будет как раз толчком для изменений у кого-то, что касаемо, ну, например, там, да, вот неразрешенная какая-то ситуация, и нужно с кем-то поговорить, послушать, в общем, что скажут, да, что со стороны, в общем, что посоветуют, особенно карты Таро, они всегда считывают энергетику и дают правильные советы. К ним просто нужно только прислушиваться. Поэтому вы можете писать мне в электронку, если кому нужны такие консультации, то, в принципе, я их провожу, эти консультации. Мы можем по видеосвязи, пожалуйста. Людмила, привет-привет. Жанна, привет-привет. Сейчас близнецы как знак подчеркивают важность коммуникации, информации, адаптивности и гибкости мышления. Люди начинают ценить не стабильность материального, а скорость, умение быстро адаптироваться, обмениваться знаниями и учиться по-новому. Я, например, лично на себе, я ощущаю сейчас действие Урана, и, в общем, сейчас просто такая гонка, вообще особенно с фазами какими-то, вот фазы Луны, там, допустим, да, особенно это, я не знаю, напишите также в комментариях, как у вас это происходит, да, вот на убывающей Луне, там, растущая Луна, как вы себя ощущаете, да, что вас тормозит, или что вам хочется менять, или, например, с растущей Луной, ну, хочется что-то поменять, там, внедрить, в общем, как у вас это проигрывается. Я, например, очень сильно ощущаю сейчас вот допустим, даже внутренне хочется что-то менять, в общем, да, и это вы, наверное, тоже заметили у меня на каналах. В общем, я стараюсь тоже адаптироваться под современность, да, что происходит сейчас в мире, и пытаюсь как-то по-другому что-то делать, чтобы не отставать, в общем, да, от, ну, скажем, от общества и, в общем, не зацикливаюсь на старом, да. Пишите вы в комментариях, как у вас это происходит.
Добрый вечер, очень приятно вас видеть и слышать, ваш приятный голос. Таня написала, или добрый вечер, привет, привет. Вот, что еще не сказала. Сейчас близнецы, как знак, подчеркивает важность коммуникации. Так, материально, я, по-моему, это уже сказала, да? Так, да. Смысл Урана показать, что изменения не враги. Любой кризис – это сигнал к развитию, возможность выйти за пределы старого, создать новую версию себя и взаимодействовать с миром иначе. Его энергия направлена на рост и свободу. Там, где кажется хаос, на самом деле создается пространство для чего-то нового. Понимание Урана в этом контексте помогает видеть, что перемены – это не случайность, а инструмент эволюции. Каждый может использовать этот поток, чтобы стать более гибким, смелым и настоящим. Так, попью водички. Пишите что-нибудь в комментариях. По поводу 10-го дома гороскопа я сказала, что мы вернемся к этому. И хочу сказать, что в телеге, подписывайтесь в телегу, у нас есть платная телега, также Бусти, Кофай, Patreon. Вы можете подписываться на любую из платформу и получать эксклюзивный контент. Телега у нас есть платная, где мы там время от времени разбираем какие-то ситуации, если приходят какие-то, да, вопросы там или что-то непонятно. В общем, мы это разбираем. Что можем логически разбираем. Астрологические прогнозы для подписчиков, для группы BTS. Ну и достаем карты. Десятый дом, вернемся к нему. И что касаемо гороскопа, да, вы, наверное, те, кто подписан в телегу, вы уже с ним знакомы. Сейчас для дев, у нас дева Чонгук, поговорим о Чонгуке, к которым относится Чонгук, если кто не знал. Ну, по асценденту он лев, а по солнышку, в общем, дева. Важен 10-й дом, карьера и публичный образ. И об этом я говорила, это у него уже началось еще в октябре месяце, об этом я говорила, и мы это прям заметили. И, в общем, наконец-то, да, вот именно Уран в Близнецах создает вызовы. Старые методы и устоявшиеся роли перестают работать, а возможности для чего-то нового появляются там, где человек готов адаптироваться. И мы видим сейчас, он адаптируется, скажем, да, и использует какие-то новые коммуникации. Напишите, согласны вы с этим, не согласны, пишите. Чонгук, если кто пришел новенький, я хочу вам сказать, по гороскопу Дева, родился 1 сентября 1997 года. Его путь от юного участника BTS до глобальной суперзвезды типичный пример урановского, ну, назовем его апгрейда, скажем так. Система проверяет, кто готов, и он адаптируется, совершенствуется, выходит на новые уровни. Его энергия, скажем, энергия девы проявляется через детальный подход, профессионализм и мастерство. Уран именно в Близнецах показывает, что система требует гибкости, социальные сети и фан-сообщества реагируют мгновенно. Лайфы. Сегодня какой? 5-й уже по счету? Напишите, права я или нет. Мемы, сколько мемов, комментарии, все, или, например, скажем, все фиксируют, да, армии все фиксируют, любые какие-то изменения прислушиваются,
к словам, что говорит, да, Чонгук, к движениям, к мимике. В общем, следят за ним очень тщательно. Ну, а также пишут очень много в комментариях и одобряют именно то, что происходит сейчас с Чонгуком, именно его адаптацию. Согласны вы с этим, не согласны, пишите в комментариях. Ну, есть, например, такой пример. Я читаю комментарии, в общем, и хочу сказать, что много критики, скажем, есть, что касаемо лайва, выступлений его. Но скажу, что много пишут о том, что Чонгук показывает, что может справиться лучше других. Так пишут тоже. Скажем, старые шаблоны, которые были, ну, что касаемо, например, Чонгука, ломаются. И здесь многие пишут о коллективном вокале, к примеру, да. Ой. Ну, писать-то можно все, что хочешь, но сами парни говорят коллективно. Будет же, да, они будут выступать. Добрый вечер, привет, привет. Они будут выступать, и, в общем, они об этом говорят, и Тэхён, и Чонгук, и Джин, и Хосок, все говорят о том, что ждите нас, мы скоро к вам придем коллективно, да. Ну, люди, конечно, пишут, в общем, по-разному, да. Но хочу сказать, что в сторону, ну, со стороны Чонгука есть именно изменения, да, и мы видим какую-то гибкость, адаптивность, вот именно дают какие-то сейчас перемены, новшества, что касаемо его, в общем. Социальный слой реагирует моментально, это точно. И фанаты только выслеживают, где они там как-то поправят очки, или там улыбнутся, или что-то скажут смешное. И сразу, в принципе, моментально это повторяют. Много таких мемов, я еще раз повторюсь, подхватывают. А еще многие пишут о том, что вот что касаемо Чонгука, вдохновляют там на что-то, да, подхватывают, скажем, именно вот эти изменения, которые у него происходят, и они также там что-то подхватывают. И говорят, например, меня он вдохновил на то-то, тоже много таких комментариев пишут. Хочу сказать, что именно, ну, скажем так, вот именно эта ситуация с Чонгуком, это может быть для кого-то даже урок, извлечь что-то, что поменять. И здесь мне сразу такой приходит в общем, в памяти всплывает то, что он в одном из лайфов в начале, да, говорит, а можно ли здесь стримить, да, играть в игры на Виверсе, типа задает, возможно, админам вопрос такой. И мы видим уже через один лайв, что ли, да, или на следующий лайв он выходит, уже и играет. То есть, понимаете, вот здесь как раз наблюдается адаптация, да, здесь и сама площадка адаптируется под что-то новое. Теперь, я так уверена, это будет фишка, там все будут айдолы играть. В общем, понятно, здесь есть свои нюансы. Мы не будем затрагивать эту тему, мы сейчас говорим о адаптации. Вот. И хочу сказать, Уран однозначно ломает старые формы, а тот, кто использует хаос, получает рост внимания и новые возможности, понимаете, да? Молодежь, соцсети начинают ценить гибкость, креативность, а не просто следование каким-то правилам. Я хочу сразу сказать, что, например, мне вообще сказали, ты выйди как бы, да, и скажи, все, я не буду говорить о группе BTS, я таролог, астролог, психолог, и говори на те темы, которые ты любишь, ты знаешь, ты ими занимаешься и так далее. Ну, я тоже говорю, люблю группу BTS, да, и я ее знаю, каждый день перелопачиваю сколько информации. Я не думаю, что
Я просто знаю, что те, кто ведет группу BTS, они очень много знают, они, понимаете, да, это с утра до вечера получаешь много информации, перерабатываешь, да, эту информацию, что происходит вообще, да. И, например, почему я не буду говорить тогда о группе BTS, если я сама уже занимаюсь этим 2 с лишним года. Но также буду говорить о Таро, о астрологии. Такие смешанные, в общем, стримы, и как бы это нормально, да. Многие пишут: ну вы, если разговариваете за группу BTS, вы говорите только за группу BTS. Если у вас астрология, говорите астрология. Если у вас Таро, Таро. Ну, почему я должна так делать, в общем, да, если у меня вот такое направление. Об этом я говорю и буду так и говорить. Это для тех, кому непонятно, мне пишут, о чем канал, в общем, о чем вы говорите. Вот послушайте, о чем я говорю, да. Обо всем, обо всем. То есть вы также присылаете какие-то темы, или, допустим, пишите какие-то слова поддержки, или пишите там какие-то письма, ну, например, странные, или еще что и звонят, в общем, кстати, бесконечно, да, вообще там с международных стран. Ну, раз я уж об этом говорю, я хочу сказать, я не буду отвечать на звонки, если мне вообще звонят непонятные люди, и можете не звонить, сразу блок. А если вы хотите общаться, общайтесь, электронная почта, пишите, если вам требуется консультация, и там, допустим, нужен, ну, неважно, расклад Таро или помощь астрологии, психологии, пожалуйста, обращайтесь. Мы можем по поводу этого общаться. Но как бы звонить, я не буду ни с кем разговаривать. Это не то, что я там, например, высокомерна или не хочу там, ну, сами понимаете, мне звонит человек, там, я не знаю, откуда, да, вообще там, а, ну, не знаю, да, как, я даже не смотрела, какие там, ну, не смотрела, не смотрю, какие там, да, в общем, иероглифы. Ну, неужели вы думаете, я общаюсь на русском языке, я не знаю языков, да, и, например, я не смогу с вами пообщаться по тет-а-тет, по телефону. Даже мне приходят там, да, или, допустим, заказывают расклады, там, ну, неважно откуда, да, там, допустим, Великобритания или Германия, там, да, ну, с разных стран. Они мне пишут на почту, и мы общаемся онлайн, понимаете, да. Я понимаю, что живое общение очень много значит, да, когда вот общается с человеком тет-а-тет. Но, к сожалению, я, в общем, не знаю многих языков, и поэтому я не могу общаться с вами по телефону. Имейте это в виду. И вообще, как бы многие пишут по поводу того, что расклады, да, расклады я перевожу. То есть я перевожу расклады на ваш родной язык, и, допустим, даже если консультации какие-то провожу, все перевожу и очень много материала даю вам. Пожалуйста, знакомьтесь. И если возникают какие-то еще дополнительные вопросы, пишут, и мы далее общаемся, пока не придем к какому-то, в общем, итогу, что касаемо вот моих услуг, в общем, да. Но по телефону, естественно, не нужно звонить, понимаете, да. Вот, кстати, админ тоже сейчас, мне вот говорят, почему вы вот рассказываете о себе? Ну, извините меня. Или я сегодня выгрузила там на один из своих каналов просто небольшое видео. Вступление, как всегда, я там могу что-то, вступление давать, что-то свеженькое. И дальше разбор, да. Мне присылают, да, мне прислали, типа, разобрать и вообще сделать расклад на один арт от Кии.
и, допустим, лайф Чонгука. Хочу сразу сказать, я его разобрала логически, а карты Таро мы когда-то доставали на этот арт, и я не стала делать расклад, в общем, но логически разобрала и для всех дала эту информацию, да, из того, что я там говорю, в общем, ну, хотя озвучка там понятная, да, искусственный интеллект, но там очень много понятно, и я как бы резюмировала то, что я хотела донести. Но когда мне пишут, допустим, я ничего не поняла с того, что вы говорите, да, вы просто привыкли, что, допустим, вам настолько все должны разжевать просто, и еще должны высказывать свое мнение. То есть, если я там что-то разбираю, то я должна четко озвучить, допустим, свои мысли по поводу этого, да. Но я могу, конечно, это озвучивать, но немножко уходя от конкретики, потому что вы сами понимаете, что конкретно об какой-то ситуации, да, что касаемо мемберов, они только лично сами могут об этом сказать, понимаете, а мы можем только анализировать и предполагать, ну, как бы вслушайтесь в это. И как бы не нужно писать о том, что, ну, а что мы получили с этого? Ну почему? Там очень много сказано. Привет, привет, Айша. Просто нужно послушать внимательно, понимаете, да? И есть, естественно, даже и мысль лично от меня в этом анализе. Просто слушайте внимательно. Вот. И еще раз скажу, люди ломают устаревшие шаблоны вот именно в этот период, уходят с работы многие, меняют подход к обучению, создают новые формы общения. Хочу сразу сказать, что пик вообще будет изменений очень больших, глобальных даже, да, вот на мировом уровне, это 2026 год. Очень у многих поменяется что-то в жизни. Вот. Уран – это не только личные перемены, это массовая адаптация, видимая в реакциях социума, хайпе и трендах. И это правда, в общем. И здесь я вспомнила про моду. Я, короче, еще же один канал, вы видели там, да, обратная сторона, я там бросала, да. Там, короче, на этом канале, в общем, какая суть? Понимаете, есть, сразу скажу, что касаемо ютуба, сейчас есть реальные проблемы. Вот. И почему я вам там совсем недавно там бросила в группу и говорю, подписывайтесь, чтобы не потеряться, да? Ставьте колокольчики, потому что многие пишут, ой, я не попала к вам на стрим, а потому что у вас колокольчика нет. Если бы был бы колокольчик, вам бы там позвонили сразу. Ой, и вы бы пришли. Так вот, я хочу сказать, что и поэтому мы сейчас пробуем каналы, какие, в общем, сразу скажу, какой канал зайдет, в общем, да, ну, где будут смотреть реально, да, будет какое-то продвижение со стороны YouTube, в общем, в этом ключе, да, и мы работаем над этим, админ нам, вот, мне не даст соврать, и мы работаем над этим, и хочу сказать, чтобы не потеряться, все те, кто подписан, кто смотрит, подписывайтесь на все каналы, и, в общем, периодически туда выгружается какой-то контент, мы на связи, но дальше будет видно, какое направление даже я, в общем, выберу, на каком направлении я, в общем, остановлюсь, да. Потому что на самом деле здесь нужно сделать выбор. И я хочу сказать, что вот именно как раз уран, понимаете, почему я просто мне присылают тоже, да, вот на эти темы, что тоже у некоторых там, допустим, те, кто смотрит меня, тоже как бы своего рода перестройка, да, и я как бы, вот и у меня тоже так же происходит. И хочу сказать, что
мы будем пробовать, да, какую тему, вот реально какую тему выбрать и на этом остановиться. То есть Таро, астрология, психология или вообще анализ любой какой бы ситуации, что происходит в мире. И вот этот канал, который другой канал, да, этот канал, он посвящен другой стороне чего, ну, что бы это ни было, понимаете, да? Вот, например, любая какая-либо ситуация, только вдумайтесь в это, она имеет какую-то другую сторону. И об этом вот вообще это очень интересно об этом даже разговаривать, любая какая-либо ситуация. И вот именно этот канал, он как раз об этом. Ну, я там немножко бросала там что-то, да, касаемо искусственного интеллекта. Вот, но опять же, вот смотрите как, так как подача, опять же, искусственный интеллект, озвучка, да, то есть нет вот этих эмоций, понимаете, нежели бы, да, я вот там рассказала, да, об искусственном интеллекте. Или, допустим, что касаемо там еще какой-то темы, там, по-моему, еще было такое видео по поводу корейской еды, да, тоже вот эта тема. То есть, ну, как бы другая сторона, да, почему она привлекает вот именно Запад, корейская еда, почему их привлекает, в общем, да. Вот, об этом тоже там было видео. То есть, ну, много такого чего-то мы внедряем новенького, поэтому подписывайтесь, следите, чтобы, в общем, не потеряться. И вот что касаемо дев, хочу сказать, девы перестраиваются в карьере, старый метод, особенно если есть кто-то девы, напишите, то есть вы чувствуете сейчас, что у вас происходят какие-то изменения. Планирование и точного следования инструкциям это уходит, больше не работает, хочется больше свободы. Люди ищут быстрое, гибкое, инновационное решение вместо, ну, чего-то устоявшегося, да. Все это отражается в соцсетях, тренды на креативность, лайф и нестандартные форматы работы и развлечения. Я хочу сказать, что я, когда это читала, я-то вспомнила, ну да, я там немножко отвлеклась, перешла, но я-то вспомнила о том, что я готовила материал, что касаемо моды, вот именно другая сторона. И хочу сказать, вот я интересно так подготовила, возможно, я не буду, не будет у меня там видео, но, возможно, даже бросить вот именно этот текст на озвучку. Он, ой, аша дева, гляньте. Возможно, я брошу этот текст, который у меня был на озвучку, и там, короче, есть очень много таких интересных фраз именно от жизни людей, да. Ну, я брала Англию, и хочу сказать, там есть такое, ну, я не скажу прям четко дословно, но скажу так, что, допустим, настолько сейчас поменялось например, что касаемо одежды, моды. То есть, например, вот Англия, они одеваются очень просто. То есть, несмотря на то, что они могут себе позволить купить очень там дорогую вещь какую-то, да, но они могут эту дорогую вещь купить там в какой-то антикварной лавке, понимаете, какой-то жакет там, да, старый, там, пройденный молью, но он немножко там усовершенствован под что-то новое, да, там добавили что-то, да, почистили его и продают, особо не вкладываются там в переделку старых вещей, а просто по минимуму и продают вообще в десятки там раз дороже. И, как бы смотрится это, ну, просто как бы село, оно и в Африке село, но это очень дорогая вещь, просто безумно дорогая вещь, понимаете? Но я не об этом, да. Они могут выйти там в шортах, в резиновых сапогах, да, на прогулку с собакой. Но собачка может так ошейник с бриллиантиком и пахнуть там такими духами за несколько тысяч долларов. То есть понимаете, да, о чем? И в принципе я вот такой готовила материал, он такой очень интересный, в общем, с такими фразами какими-то, с исследованиями. И что касаемо Кореи, вот есть некоторые страны наоборот. Если мы возьмем Корею, там, например, вообще помешаны на брендах. То есть если, например, ты
где-то общаешься там в высших кругах, и, в общем, ты не брендовый, да, то, в принципе, ты вообще никто. И, кстати, я в интернете как-то повстречала, вообще я на многих подписана, наверное, в Инстаграме видели даже, да, что там вообще на скольких я подписана. И мне попадалась вот именно танцовщица, с которой танцевал Тэхён, в общем, не помню, как ее зовут, не столь важно. Но она там именно выкладывает свои селфи, и она где-то там в трендовых, в общем, в трендовом бутике, каком-то бутике, там какие-то сумочки и так далее, и так далее. То есть, понимаете, они очень следят за этим, что касаемо Кореи. И, в общем, погоня за брендами. Но в отличие от других стран, в общем, понимаете, да, разницу? Озвучила уже, в общем. Вот, так что Чонгук, так, и вот что хочу сказать, например, попью водички, вы можете написать что-то в сообщениях. Так, сколько там время? Вот. Но по поводу Чонгука хочу сказать, что с одной стороны пишут, опять вот в комментариях, что он идол по правилам. Но я не согласна. Он сейчас очень поменялся. И вот мы же делаем там карту дня, достаем парням, там и Чонгуку, и Тэхёну. И я говорила о том, что у Чонгука будут, в общем, ну, очень сильные изменения. Особенно внутренне, да, он поменялся. И, в общем, я не согласна с тем, что он идол по правилам. Он стал, в общем, своего рода сейчас как символ глобального феномена перестройки. Об этом тоже очень многие пишут, в общем, да. Чонгук использует свою девичью силу, мастерство, труд, высокие стандарты. Он адаптируется к новому времени, где важно быть гибким, быстро реагировать, работать с трендами и коммуникацией. Многие пишут, вот фраза такая от фанатов: Чонгук – человек, кем ты стал сегодня. Вот такая фраза, очень, кстати, хорошая. Особенно это после новой кампании Келвин, где он появляется в образе голый байкер. Об этом вообще просто тысячи комментариев. И вот некоторые пользователи, ну, например, вот пишут, да, я так обобщила, в общем, они дали, то есть Келвин, они дали нам не просто байкера Чунгук, они дали нам голого байкера Чунгук, понимаете, да, вот просто, это был фурор, реально. Все ждали, кстати, этого, да, и перед этим был релизик такой небольшой, и не показали, да, его там голова, в общем, да, а, и, дальше и типа все такие, а дальше, да, покажите дальше. В общем, в таком ключе. Вот. И тут еще такое немаловажно, он делится с АРМИ тоже, ну, не то, что какими-то фишками, а именно тем внутренним чем-то своим, да. И вот, например, он публично рассказал о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. И вот проще, как бы, если объяснить, это когда человеку бывает трудно концентрироваться, он легко отвлекается и иногда действует импульсивно. У взрослых это проявляется не как непослушание, а как особенности внимания и энергии. Чонгук откровенно говорил об этом, показывая, как он с этим справляется в жизни, творчестве и взаимодействии с фанатами. Вот видите, как он открыто с АРМИ общается. Вот так. И хочу сказать, вот, например, то, что сейчас происходит у Чонгука, это, ну, например, ну, так скажем, индустрия кей-поп мы возьмем, да, там, например, Чонгук и какая-то общая культура и перемены. Ну, в общем, скажем так, подытожим. Скажем, старый вот
идол, формат этот, да, заменяется артистом, который готов быть настоящим, гибким, реагирующим. И здесь как бы уместно вспомнить концерт Джина, когда Тэхион, кстати, у меня расклады, много же прислали вопросов на расклады, да, там, что касаемо этого концерта, в общем, сори, никак не дойду до этого. Вот, хочу сказать, там Тэхион заплакал на сцене, он реально плакал, да, показали крупным кадром, в общем, ну, как бы показали, да, это мы там рассмотрели, так, блогеры, крупным кадром. Вот, реально плакал, то есть это эмоции живые, в общем, настоящие, понимаете, реакции, вот об этом я и говорю, в общем, да. Вот, и что касаемо социального слоя, вот именно как раз уран, он и проявляется в массах. Это не про личные, скажем, даже, да, вот. Ну, мы плавно перешли с Тахиона, и тут массы, концерт, я же, понимаете, все плавно-плавно. Обновление, улучшение, переход на новый уровень. И отражается это на больших трендах, в общем. Люди, скажем так, сейчас не хотят быть как все. Они хотят быть уникальными, быстро адаптироваться, что-то создавать. Что касаемо сейчас лайфа Чонгуков, да, вот, создал свое сообщество игровое. Формы работы, общения, медиа, все ускоряется. Старые профессии, схемы, подходы под вопросом. И это точно. Я, в общем, тоже анализирую эти ситуации. Хочу сказать, что будет дальше, ребята? Вообще все это уходит, конечно. Вообще, скоро, в общем, сокращения очень большие рабочей силы. То есть, например, если в какой-то операции было ранее там несколько человек задействовано, сейчас там все меньше, там один человек, или, может быть, он охватывает еще другую работу других каких-то людей. То есть настолько сейчас все меняется, и, в общем, в связи с технологиями, да, я когда летела, в общем, я не знаю, высылала я в группу или нет, там, наверное, высылала, не знаю. Я иду такая, я первый раз увидела это, честно. В аэропорту, в общем, едет полномочная машина, и она просто едет сама, без никого, понимаете, да? Если ей встречается на пути, я, короче, опишила, стояла так и наблюдала за этой полномочной машиной. И ей, в общем, встречаются люди, да, она просто останавливается, человек прошел, она поехала дальше, в общем, понимаете. И она ездит сама, там моет какой-то участок. Понятно, она запрограммирована на какой-то участок, да, уборки, но она сама без человека. Вот я о чем говорю, понимаете, да? Вот, формы работы, общения, медиа, все ускоряется. Старые, я уже говорила, да. А что касаемо фанатов, онлайн-сообществ, здесь, например, очень сильная реакция вообще на что бы то ни происходило, что касаемо, ну, например, фанатов и онлайн-сообществ. Ну, например, реагируют на каждого сейчас. То есть, вот если раньше как бы что давали, в общем, ой, спасибо, хорошо, то сейчас, например, уже мышление совершенно другое. Там изучаю же, да, в общем, о чем говорят. В социуме пишут, различные СМИ. Ну, например, все или ничего, можно сказать такие. Привет, привет, Светлана. Все или ничего. Никогда не было такого, к примеру, да. Ну, вот шаблоны? Нет шаблонов. Вот что касаемо Reddit обсуждениях, это можно, ну, как бы там тоже такое можно объединить в это. Это поведение развилось в неприятное проецирование собственных негативных чувств фаната. Пример того, как культура ломает прежние границы Reddit. Тоже очень сильно меняется, да. Я там подписана, кстати. Ну, в целях только там полистать, посмотреть что-то, да. Особо я не, как бы, не выгружаю что-то, никого не кормлю. А, Вообще, как можно использовать вот именно этот период в жизни человека?
Ну, например, прежде всего, да, если кто-то загорится этим, можете прийти ко мне, как бы вот заказать натальную карту себе, да, сделать на все сферы жизни и на этот период. Но если сами хотите, можете посмотреть. И на что обратить внимание, какой дом в твоей карте сейчас активен. На это обратить внимание. Я уже говорила там ранее, да, об этом. Где ты ощущаешь, все не работает как прежде, там уран и есть, в общем, да. То есть посмотрите, у каждого человека 12 домов гороскопа, и вот по каждому дому гороскопа посмотрите, где именно у вас не работает что-то, да, не работает как прежде. Обратите на это внимание, в общем. Ну, если кто-то сам желает посмотреть. Добрый вечер из России с любовью, Галина. Привет, привет. Еще не идите, в общем, против каких-то перемен. Не пытайтесь контролировать все, учитесь реагировать. Уран любит свободу, эксперименты. И вот, например, люби детали как дева, но не застревай в них. Это важно. И пример этому Чунгук. Марксистская база, гибкость, масштаб. Вдумайтесь в эти слова, в общем, да? Соцсети, жизнь требует быстроту, в общем, адаптацию. И если еще держитесь за старые схемы, кстати, да, то, в принципе, как бы что здесь? Старый формат, в общем, сказать нечего, да. По поводу Чонгука хочу сказать, прервали нашего зайчонка. Да, интересно, напишите, сколько бы он еще сидел, если бы у него не был такой важный звонок, и он не ушел бы. Вот, возможно, он бы еще там, да, с нами общался в лайфе. Напишите. Еще, да, он как бы сказал о том, что эта фраза уже ранее звучала, да? Где она звучала? Может, она, по-моему, тоже у него в лайфе звучала. И сейчас он сказал что-то, что касаемо сольного концерта своего. И кто-то, я видела, в комментариях писал, по-моему, Татьяна Админ мне сегодня написала, что типа, ну, это что-то такое, наверное, Чунгука ждем, наверное, тур, сольный тур, потому что так вот выходит постоянно, уж явно на что-то он намекает, как мы любим говорить, да. Сказал, естественно, о том, что он доволен своей жизнью повседневной. Конечно, я его лайф разобрала. И вы, наверное, видите, я там выбрасываю, бывает, да, выгружаю коротенькие шортики, где, допустим, я там просто пересказываю этот лайф, я его, скажем, логически, я его анализирую, и потом делаю такую редакцию, ну, фанатскую какую-то редакцию и даю вам, в общем, да. Но я его сначала, естественно, анализирую. И вот хочу сказать, что он говорит о том, что он доволен жизнью, что у него сейчас происходит. Он делает все, что захочет. Он говорит об этом. Вот. Но говорит, что этот эфир, он, понятное дело, что он отнимает много времени, у него также много какой-то работы, личных дел, в общем. Вот, и ушел, в общем. И вот если бы в фанатском стиле, я бы сказала так. Хай, привет, всем привет, с вами Ян. Сегодня снова поиски Кончо, чертовски вкусно. Он начинает с улыбки и сразу вбрасывает шутку. Если Кончо продолжит в том же духе, у меня диабет будет. Юмину, Сухён, Хису, Донмин, привет, Донмин, Суён, Мису, Хэвон, Юнсон. Ну, тут, в общем, конец. Провал, да, не нашел он, в общем, своего имени. Неудача, грустно, но кайфово, да, съел конфетки, в общем, да, и посмотрел имена. Вот, и, в общем, говорит о том, что я люблю кончо с банановым молоком.
И тут как бы о ноябре, уже холодно и так далее. Вот так. А если как психологически, то, например, я вам сейчас это озвучу. В эфире Чунгук демонстрировал свою обычную живую энергетику, но если смотреть глубже, можно увидеть несколько интересных психологических моментов. Сначала он включил лайв и сразу начал с привычной для себя активности поисков канчо. На поверхности это выглядит просто как игра и перекус, но с психологической точки зрения это ритуал, который помогает ему структурировать эфир и создавать чувство контроля. Когда он говорит: если Кончо продолжит, у меня диабет будет, он одновременно шутит и демонстрирует осознание собственного здоровья, что говорит о его внимательности к телесным ощущениям. Затем он перечисляет зрителей по именам, не буду их еще раз перечислять, и тут видна его потребность в социальной связи и внимании. Он реагирует на успех и провалы в поисках. Это провал «Два последних сердца», что показывает его эмоциональную открытость и способность испытывать разочарование публично, что создает чувство близости со зрителями. И это важно. А дальше Чунгук переключается на YouTube, исследуя подписки, основы, поколения. Это показывает его любознательность и стремление к саморазвитию. Он ищет новые идеи, вдохновение, а наблюдение за творчеством других, например, кто там, Никсел Чо, говорит о том, что он ценит креативность и эстетическое качество, что психологически важно для поддержания личной мотивации. Когда он выбирает игры, сначала Roblox не вызывает интерес, но новая игра Ark захватывает его внимание. И вы знаете, моя какая любимая игра? Угадайте. Вот, захватывает его внимание. Его эмоции смешаны: восторг, легкое раздражение, удивление. Например, Once Human, звук выключил. Здесь проявляется спонтанность и готовность экспериментировать, а также умение адаптироваться, когда он пытается разобраться в правилах PvP, настраивает субтитры и микрофон. Интересно, как он взаимодействует с игровыми элементами. Он постоянно оценивает свои действия. Надо восстановить выносливость. Паста ешь. Это демонстрирует внимательность к своим ресурсам и саморегуляцию. А попытки настроить персонажа, прически, тело, очки показывают потребность в самовыражении через визуальную идентичность. И тут он бегал в трусах. Ну, не он лично, да. Вот. А потом он, заметил и такой говорит: а почему это он в трусах, в общем, да? Я надеюсь, вы лайв-то посмотрели. В Overwatch и парни Animals он сталкивается с вызовами, учится новым механикам, иногда ошибается, но продолжает. Это отражает способность справляться с фрустрацией и сохранять мотивацию, что особенно ценно в контексте публичного эфира. Параллельно он думает о вокале, микрофонах, тоже сказал, там в дорожной где-то сумке. В общем, это планирование творческого роста. И недаром он об этом говорил. Его желание попробовать новые техники пения, и это говорит о долгосрочном стратегическом мышлении и внимании к качеству исполнения, а не просто развлечений. Во время ожидания еды, рисового супа со свининой, Чунгук играет, так тяжело ее выговаривать, в общем, да, Escape, Backrooms, The Backrooms, комментирует действия, реагирует на зрителей, проявляет способность к многозадачности, эмоциональную вовлеченность, удерживая интерес аудитории и одновременно планируя свои действия. Видите, как интересно. Уже вы по-другому, я так думаю, посмотрите этот лайв.
завершает эфир осознанно. Он говорит о радости, от повседневной жизни, о возможности делать то, что хочет, и благодарит фанатов. С психологической точки зрения это показывает высокую эмоциональную грамотность, чувство удовлетворенности и благодарности, а также способствовать, ну или здесь, наверное, не способствовать, а способность делиться этим опытом, способствовать. Причем здесь способствовать? Способность делиться и этим опытом с другими, создавая эмоциональный резонанс с аудиторией. В целом эфир Чонгука – это не просто развлечение, он сочетает личные ритуалы, социальное взаимодействие, творческую активность, эмоциональное самовыражение, демонстрируя зрелость, самоосознанность и умение балансировать между внутренним миром и публичной жизнью. Вот такой вам анализ, в общем, да? Мария, привет, привет! В общем, все. Ровно на час я хотела выйти, сейчас 59:43. Прощаемся. Спасибо вам, что пришли, пообщались со мной. От вас не было вопросов. Вы, наверное, так внимательно слушали. Вам некогда было их писать, задавать. Завтра будет стрим. Так что, если кто не подписался на канал Секреты Кей-поп, подписывайтесь, в общем. Завтра будет там. Тоже тема будет интересной. Будем немного говорить, о чем не скажу. Ну и плюс, конечно, группа BTS K-pop. В общем, до завтра. А также те, кто подписан в телегу, не забывайте подписаться в телегу. Там вас ждут расклады. Достаем карты и астрологические прогнозы. Всех люблю и всем пока.